Всем привет, с вами Дэн. Ну что ж, золотистый буклетик Венецианика. И у нас новиночка. Да еще какая. Ой, сегодня будет красиво. Давайте эту роскошную коробку Венецианика откроем. Итак, вот они, красавцы. Это Венецианика Нереида GMT в корпусе 39 миллиметров. Ну, прям самый-самый шик. Так, здесь у нас что? Здесь у нас сертификат и клуб любителей Венецианика. Очень радует на самом деле Венецианика. Очень много классных, интересных моделей за последний год. И вот уже в 2026. И развивается бренд просто-таки стремительно во всем мире. Открываются его корнеры в разных бутиках. Ну что ж, сейчас пленку сниму и продолжим. Ну, это красотулечка, я вам скажу. Очень красивый оттенок, очень переливается. И здесь прям такая толика щедрая люкса в этих часах. Именно вот блеска. Переливающиеся часовые метки, стрелки и безель. Красиво. Красивый GMT. Да, мне кажется, что вот в линейке Нериды, наверное, эта модель, и вот в такой расцветке, их там много, на самом деле, разные цвета циферблата, можно разные даже браслеты выбрать, можно и на ремешке, но вот здесь моя версия, это сиреневый циферблат, как мне кажется, одна из наиболее интересных, сочных, ну и цвет такой, что называется, незаезженный. Браслет Сансовина, новинка от Венецианика, в середине прошлого года, по-моему, вышел. Мне кажется, один из лучших браслетов. У Венецианика мне он нравится больше всех, потому что очень мягкий, очень гибкий, ну просто шелковый, невероятно удобный на запястье. Ну, давайте по порядку, по характеристикам. Здесь у нас 39 мм по диаметру, 45,5 от ушка до ушка, высота 11,9 мм. И что касается браслета, мне кажется, здесь 20, да, 20, поэтому можно сторонние ремешки здесь вполне поставить. Но это браслет шикарный, я не думаю, что кто-то в здравом уме его будет менять на что-либо другое. Значит, здесь механизм Miyota 9075, и это, что называется, True GMT. Когда у нас домашнее время постоянно установлено, да, на часах, а локальное время мы можем быстро менять. То есть у нас домашнее время это как раз-таки вот эта тонкая стрелочка, а вот это вот время, которое на основной часовой стрелке, мы, собственно, можем его быстро менять. Это удобно. И раз, перенастроили. Вот уже и дата поменялась. Куда приехали, туда приехали. Там сразу время. Очень, кстати, удобно GMT часы. Вот особенно, когда часовые пояса меняешь, когда какие-то звонки, созвоны. Вот по себе знаю. На смартфоне это время поменялось, и все. А на часах два времени. Но здесь, как видите, есть еще и безель. Безель у нас на 24 клика. Безель Crystal BK70 с закалкой, да, чтобы не царапался. И, пожалуйста, третий часовой пояс у нас можно установить еще и на безеле. И вот это уже прям шикарно удобно. Кстати, безель четкий, очень уверенный, очень классно здесь обработаны грани безеля. Шикарно. Мне нравится. Ай, хорошо. Ай, красиво. Так, и суперлюминовое BGW9. Есть сапфировое стекло с внутренним антибликом. 100 метров водозащиты, что для GMT-шки таки очень важно. Ну и сталь 316L по корпусу и по браслету. Солнечный, лучистый прям такой циферблат. И то же самое, да, оттенок у нас идет по верхней части безеля, а нижняя часть безеля зеркальная такая, красивая. И везде сиреневый оттенок на безеле, на цифере, стрелка GMT. Ну, согласитесь, итальянцы умеют и в дизайн, и в сочетании цветов, и, конечно, ой, здесь красиво. Ну, красиво так уж красиво, да. Нравится мне эта версия, нравится мне вообще Нерида GMT. И вот такой вот свежий новый вариант в корпусе 39, как мне кажется, ну, прям классно и как раз таки к лету, да, к сезону отпусков и все такое прочее.
137,5 грамм на полном браслете, и это немного, а браслет здесь достаточно легкий, потому что он нежный, очень-очень аккуратный браслет. Ну и про запас где-то сантиметрика 4, этот момент обязательно учитывайте. Немножко можно подстроить под свои размеры, да и звенья на браслете, в принципе, здесь не широкие, поэтому на любое запястье можно будет, как мне кажется, удобно подстроить. Кстати, мое 18,5, ну, собственно, вот такая посадка. 39 в самый раз. Они кажутся чуть-чуть побольше, чем есть на самом деле, потому что здесь широкий такой, достаточно массивный безель, широкие, такие прям хорошо сформированные ушки по корпусу. Ну и когда на браслете, да, здесь всегда так чуть-чуть больше кажется, чем есть на самом деле. Может где-то на 40 они, да, где-то выглядят, может даже на 41. Но на самом деле очень аккуратные, да, вот запястье 18,5. Отлично, как мне кажется, посадка. Ну и прям нежный, вот невероятно шелковый, как будто у тебя даже не браслет здесь, а ремешок. Все обхватывает, все удобно, все прям по мне. Классно. Давайте посмотрим по геометрии корпуса, по браслету поближе, подетальнее. Ну, значит, здесь у нас сатинирование по боковой части корпуса. На гранях полировочка. Очень приятно. Шикардос. По поводу цены, честно говоря, по-моему, не говорил. 1000 евро эти часы стоят. Зеркальная полировка на боковой части звеньев, да, по центру у нас здесь пятизвенный такой браслет, 2 звена в центральной части тоже с полировкой и полировка плюс сатинирование. Шикарно. На задней крышке земной шар и, кстати, часовые пояса отображены, что полезно, удобно. Основные города здесь, да, у нас есть. Это полезно, потому что не сразу вот так прям и иногда и понимаешь, сколько нужно отмотать по времени. А здесь есть, вот это классно, да, вот когда гравировка на задней крышке, она функциональна. Мне такой вариант нравится. О, ну красивый оттенок, очень красивый циферблат, накладные метки, зеркальная полировочка, все звенит, все переливается, шикарное качество. Как и всегда у Венецианика, и по корпусу. Хорош. Ну вот это бренд так бренд. Да. Уже, наверное, не микробренд, достаточно крупный Венецианика, но класс. Здесь все шикарно. Вкусняшка. Ну что ж, мне кажется, этот релиз очень красивый, прям именно сочный. И True GMT то, что на рынке как раз таки нужно. Ну и плюс Венецианика умеет и в стиль, и в качество, и в красоту. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же. Увидимся.